Всем привет! Сегодня мы свяжем миниатюрную квадратную академическую шапочку профессора или выпускника. Для вашего удобства текстовое описание схемы доступно на моем сайте. Ссылка в описании под видео. Я покажу, как сделать крученный шнур с кисточкой и как аккуратно завершить вязание по спирали, чтобы избежать вот такой ступеньки. Для вязания можно использовать любую пряжу. У меня это Yarnart Jeans. Также понадобится крючок, подходящий к пряже, и ножницы. Начинаем вязание с кольца амигуруми. Вяжем 6 столбиков без накида в кольцо. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем кольцо. И во втором ряду нужно провязать 12 столбиков без накида, то есть сделать 6 прибавок. Вяжу 2 столбика из первой петли. Третий и четвертый столбики из второй петли. Пятый и шестой из третьей петли. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. 11 и последний 12. В третьем ряду необходимо провязать 18 столбиков. В первую петлю вяжем столбик без накида, а во вторую петлю вяжем прибавку. Такую последовательность повторяем еще 5 раз. Столбик без накида, прибавка. Столбик без накида, прибавка. Снова столбик без накида и прибавка. Столбик без накида, пятая прибавка. Снова столбик без накида и последняя прибавка. Четвертый ряд вяжем без прибавок и убавок, но только за заднюю стенку петли. То есть я ввожу крючок только за одну половинку петли и вяжу обычный столбик без накида. И так до конца ряда. Четвертый ряд провязали. Обратите внимание на полоску, которая образовалась между третьим и четвертым рядом. Теперь вяжем еще 2 ряда без прибавок и убавок, но уже за обе полупетли, как обычно. Таким образом вяжем 5 и 6 ряд по 18 столбиков в ряду. Шестой ряд провязали, обрезаем нить, и сейчас я покажу, как аккуратно завершить вязание по спирали. Вытягиваем нить. Одну петлю пропускаем и вводим крючок с изнаночной стороны наружу во вторую петлю. Протягиваем нить. Теперь вводим крючок в последнюю петлю 6-го ряда
но только за одну полупетлю, и вытягиваем нить. Так мы сформировали петельку, которая очень похожа на обычную. Выворачиваем деталь и на изнаночной стороне закрепляем и прячем кончики. Несколько раз завязываем кончики между собой. И отрезаем их. Выворачиваем деталь на лицевую сторону. Присоединяем нить за переднюю стенку третьего ряда. Нить можно присоединить в любое место. Начиная с той же петли, в которой мы присоединили нить, начинаем вывязывать квадрат. Вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. В следующую петлю вяжем угловую прибавку. Для этого нужно связать 3 столбика без накида в одну петлю. Теперь вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Снова угловая прибавка, то есть вяжем 3 столбика в одну петлю. И повторяем еще раз. 3 столбика без накида. Угловая прибавка. Четыре столбика без накида. И последняя угловая прибавка. 3 столбика в одну петлю. Переходим к вязанию последнего ряда. Вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Теперь вяжем угловую прибавку. 1, 2, 3 столбика в одну петлю. Теперь вяжем 6 столбиков без накида. Угловую прибавку.
5 столбиков без накида. Третья угловая прибавка. Шесть столбиков без накида. Последняя угловая прибавка. И еще один столбик без накида. На этом ряд завершен. Обрезаем нить. Вытягиваем. И снова делаем незаметное завершение ряда по спирали. Одну петлю пропускаем. Вводим крючок с изнаночной стороны во вторую. Вытягиваем нить. Вводим крючок в крайнюю петлю последнего ряда за одну полупетлю и вытягиваем нить. Теперь незаметно выведем кончики внутрь шапочки. Вытягиваю сначала на лицевую сторону, затем снова на изнаночную через соседний ряд. И затем обе нити вывожу внутрь шапочки. Концы завязываю между собой. И обрезаю. Шапочка готова, осталось лишь украсить ее крученым шнурком. Крученый шнур можно сделать из пряжи джинс, но тогда он получается толстоватый, поэтому я предлагаю разделить ее на несколько нитей. Сейчас покажу, как это сделать. Для начала отрезаем нить длиной около 50 сантиметров. Пряжа джинс состоит из 4 нитей. Чтобы сделать ее тоньше, нужно вытянуть ниточки. Разматываем пряжу с одного конца и вытягиваем одну из нитей, так же, как мы разделяем мулине. Теперь я вытяну еще одну нить, чтобы сделать пряжу еще тоньше. Теперь оставшиеся 2 ниточки складываем пополам, надеваем на палец и со стороны свободных концов начинаем закручивать по часовой стрелке. Теперь, когда пряжа хорошо скручена, просто сложите ее пополам еще раз, и у нас образуется крученый шнурок. Останется лишь завязать узел со стороны свободных концов и обрезать кончики для того, чтобы сформировать кисточку. Распушаем кончики. С помощью крючка проденьте шнурок внутрь шапочки. Завязываем узелок с внутренней стороны.
Еще раз все расправляем, и шапочка готова. Если у вас все получилось, ставьте лайк этому видео, делитесь своими работами в Instagram, отмечайте меня и подписывайтесь на канал.